Значит, сейчас будет, пока Ольга включает следующую презентацию, у нас должен был приехать еще один спикер, Керен Робинс, также преподаватель с многолетним опытом. К сожалению, по семейным обстоятельствам, по заболеванию, ей в последний момент пришлось отменить поездку. Тем не менее, Сьюзан взяла одну из ее презентаций, и Шарлин завтра взяла на себя вторую из ее презентаций, поскольку к этому времени уже все было переведено на русский язык, все было отослано, слайды остались те же, поэтому если вдруг Сьюзан что-то запутается или не поймет, то потому что, в общем-то, она преподает по чужой презентации, чтобы вы понимали, но мы рады то, что другие спикеры были готовы взять на себя ответственность и все-таки эти темы затронуть, потому что темы, судя по конспектам, были очень интересные, и практические и важные, как на мой взгляд, по крайней мере. I just said that it was Susan's talk and Karen's talking. Karen's talk. I'm doing it. Okay. Yes, I just changed names. My name is now Karen. Я только что поменяла свое имя, теперь меня Керен зовут. I'm not responsible for any of the information. Я не несу ответственности за донесенную вам информацию. And I want to say hello to the back of the room. I do know you're back there. Я хотела бы также поприветствовать задние ряды аудитории, потому что я знаю, что вы там, and maybe left wing too. Left wing. Да, и левое крыло тоже, которых нам отсюда трудно видно. All right, let's get started. Давайте начнем. This is not as much information as you just went through with me before. И в этой презентации информации будет на вас выброшено намного меньше, чем в предыдущей. But we are taking another look at our learning styles as based on the kinesthetic, which is the vestibular proprioceptive, and the tactile, the auditory, and the visual systems as far as learning. Но опять-таки в этой лекции опять будет затрагиваться сенсорика. Мы будем рассматривать разные стили восприятия, основанные на стиле обучения кинестетическом, тактильном, аудиторном или визуальном. We all tend to have a primary way of learning, but we all have a mix of these. And I can look out in the audience, and the kinesthetic learner is the one that's fidgeting, trying to stay at attention. Каждый из нас имеет предпочтительный стиль обучения, то есть мы при этом все используем как бы их все в комплексе, но имеем определенный один доминирующий. И я, например, могу заметить, что те из вас, которые кинестетики, так сказать, вы постоянно ерзаете. And the tactile learner is the one that's leaning up against somebody. Тактильный стиль восприятия — это люди, которые вы там на соседа преклонились, возлегли. The auditory learner is busy taking notes just by listening to Oksana. Человек с очень развитой аудиторным стилем восприятия, он сидит, все записывает, даже без слайдов бы все запоминал спикера. And the visual learner is the one looking over their shoulders to see what they wrote. Визуальные стиль восприятия, люди с этим стилем, они смотрят через плечо к соседу, чего он там записал. Feel free to move around if you need to. Но вы все можете продолжать двигаться, если особенно после обеда, если вам нужно встать. So kinesthetic learning, those are the kids that like to be on the move. They like physical action for learning. They like to use Можно слайды manipulatives. двигать, пожалуйста. Okay. No, not you, Olga. Окей, следующий, уже следующий мы уже. And the next, there you go. Okay, kinesthetic learner, they're the ones that want to be moving. Опять-таки, кинестетический стиль — это у людей, которые любят двигаться. They learn by doing. Они учатся, делая что-то. Tactile learners, they also learn by doing. Тактильные ученики, они также учатся, делая что-то. But they're the touchy-feely. They like to make friends. Но они такие чувствительные, которые любят потрогать, погладить, завести друзей. All right, let's turn to the next slide. Следующий слайд. The auditory learners. Аудиторные ученики. They like to talk a lot. Они любят много разговаривать. And they like to listen to themselves, so they might read out loud.
Они любят самого себя слышать. Например, такие дети или такие люди могут любить читать вслух. Or if you're telling them something, then they're repeating it back. Или если вы им что-то рассказываете, они вам в ответ-то повторяют. Then we have the visual learner, and they are the seeing is believing. И визуальные ученики, для них пока не увижу, не поверю. They want to see it up on the chalkboard or read about it or see it on the computer. Для них важно что-то, чтобы была информация написана на доске, в книжке, либо на компьютере. Okay, next slide. The kinesthetic learner, Так, кинестетический ученик, they like projects, give them projects. они любят над какими-то заданиями, проектами работать. They're going to be in sports and in competitions. Они будут участвовать в разных спортивных соревнованиях. They want to read for information but need to take breaks. Они любят читать для получения информации, но они нуждаются в перерывах. And they like open-ended projects with no right or wrong answer. И они любят такие задания, которые с открытым концом, где нету правильного или неправильного ответа. But what's their problem in the classroom? И какие у них могут быть проблемы тогда в классе? They don't want to sit still, Они сидеть не любят спокойно. and they have trouble recalling what was seen or heard. У них проблемы с воспроизведением прошлой информации. And they might have poor handwriting. И у них, возможно, плохой почерк. Okay. Oh, interpreting nonverbal communication. So if you're the teacher that glares at them across the room, they might not understand what you're glaring at. И также у них проблемы с интерпретацией невербальной информации. Например, если вы учитель, и вы так хмуро на него посмотрели, для такого ребенка это, возможно, ничего не скажет. You might be thinking of yourselves when you were back in school, some of you. А вы, возможно, вспоминаете, думаете сейчас о себе, когда вы были в школе. Okay. The tactile learner А ученики с тактильным стилем восприятия, is a natural with using personal skills. что им легко дается, это использование личных навыков, Involving themselves in fine motor activities, занятия, которые используют мелкую моторику, working with a partner to figure out something. совместная работа с напарником для того, чтобы найти решение проблемы. They would rather read for pleasure, Они лучше будут читать просто для удовольствия, and they like to study with other people. и они любят заниматься, делать задания совместно с другими людьми. Okay, but they're going to have difficulty with their feelings being hurt. Но у них будут проблемы с тем, что их легко обидеть. They need lots of positive interactions with the teachers or the parents. Им нужно много позитива получать от учителя или от родителя. It's the approval that keeps them going. И это вот это подтверждение, поддержка учителя, что то, что помогает им двигаться дальше. Okay, the auditory learner. Аудиторный стиль восприятия. Show of hands, how many auditory learners out there? Сколько из вас учатся в основном благодаря аудиторному восприятию? Probably less after lunch. Наверное, после обеда ваше количество уменьшилось. Okay, the auditory learner loves to speak. Люди с аудиторным стилем восприятия любят говорить. Great with remembering names and faces. У них очень хорошая память на имена и лица. She's the new person you just met over lunch and remembers your name. Вы только что с кем-то познакомились во время обеда, и вы помните, как зовут этого And человека. everyone you were at the table with. И всех остальных, кто с вами за столиком сидел. They like to discuss options. Они любят рассматривать разные варианты. They like to be in plays and do role playing. Они любят участвовать в драматических кружках, разыгрывать роли. And they may subvocalize, talking to themselves to understand a problem. И иногда для того, чтобы разрешить какую-то проблему, они вокализируют для себя, то есть повторяют какую-то информацию вслух тихонько. I found it in the dictionary. Yes. Okay, try that one. Я не использую, он говорит, слово мнемоника есть в русском языке? Я говорю, я в словаре нашла есть, но я лично не знаю, что это. I don't know what mnemonics is. Do you know? Every good boy deserves fudge to know the notes of the scales, but that's in English.
Yeah. No. I can only give English examples, and that doesn't work here. It's usually the first letter of a word to form a sentence. The first letters of a sentence to form a word. Sorry, I had that backwards. Like remembering the names of the planets. You might take each of those first letters когда мы and make a используем sentence. какие-то стишки или что-то, где первые буквы потом помогают нам запомнить определенные слова, там, чтобы планеты запомнить по порядку, мы там под какие-то стишки их подстраиваем, таким образом легче запоминаем. Okay. They're going to have difficulty with reading for a long period of time silently. У таких людей затруднения с тем, чтобы читать что-то про себя длительное время. Following directions that are only written. Следование инструкциям, которые у них только в написанной форме. Or taking a timed test because they don't have time to read the question and then subvocalize it. Или когда идет тестирование, на которое нужно быстро отвечать, поскольку они должны успеть прочитать, про себя опять-таки вокализировать, повторить и ответить на вопросы. Поэтому у них трудности с такими тестами, которые в сжатый промежуток времени должны быть исполнены. And distracting sounds are going to disrupt their concentration. И разные шумы сторонние также мешают им сосредоточиться. Okay, visual learner. Визуальный стиль восприятия. Going to remember the details of what he or she sees. Такие люди очень хорошо запоминают детали увиденного. So if the teacher says, "Tell me what happened on the playground," they'll be able to tell. Если учитель спрашивает детей, расскажите мне, что произошло на площадке, вот именно такой ученик сможет воспроизвести, вспомнить информацию. They're good at reading, spelling, and proofreading. Они их очень хорошо читают, хорошо пишут без ошибок. And while somebody is reading a story to them, they can make a mental movie of it. И когда кто-то читает им какую-то историю, они могут в голове кино из этого создать. They're good at problem solving by reading for information. Они могут хорошо разрешать проблемы с помощью выискивания информации чтением. They're the ones that will be good at the word problems in math. Они также тогда с кроссвордами хорошо справляются, с математическими проблемами. They do well with organized charts and picture schedules. У них хорошо все там с графиками, с какими-то с таблицами. This is the child that would like to stay in for recess. Это ребенок, который с удовольствием не пойдет на перерыве на улицу, а лучше будет сидеть в классе, что-то спокойно делать. Okay. They have difficulties with taking action before seeing or reading about it. Таким детям трудно начать что-то делать, до этого не увидев или не прочитав о чем-то. They like to see it being done before they can try to do it themselves. Они предпочитают увидеть какое-то задание уже сделанным или что-то построенным до того, как они начнут это делать. They have difficulty listening to lectures without visuals. Им трудно сидеть и слушать лекции без использования визуальной информации. And being in situations with lots of visual stimulation. Но при этом также быть в ситуации, где визуальной стимуляции слишком много. So our students with autism, next slide, наши дети с аутизмом do well with visual processing. У них обычно визуальный стиль восприятия. With concrete thinking. У них конкретное мышление. In a physically structured, well-organized environment. И у них лучше они обучаются в очень организованной среде. With listed rules for the classroom, the playground, and at home. Когда есть конкретные, четко обозначенные и написанные правила для поведения в классе, на площадке, дома. If they have a daily schedule and then a weekly schedule to follow. Если у них есть дневное расписание, которому они следуют каждый день, у них есть недельное расписание. And visual instructions given along with the assignment. И когда при подаче задание также еще подается визуально. And they'll have difficulty with the auditory processing. И у них проблемы с аудиторным восприятием. And with abstract thinking. С абстрактным мышлением. Interpreting auditory information literally and concretely. So you have to be careful how you word something. И они воспринимают информацию буквально и конкретно, поэтому вам нужно быть осторожным, что вы им говорите. We have an expression in the U.S. when it's raining very hard, you might say it's raining cats and dogs.
У нас в английском есть выражение, когда льет дождь, мы говорим, дождь льет как из ведра, а они говорят, что льются собаки и кошки. That would be very confusing for somebody with autism. Поэтому такое выражение ребенка с аутизмом очень может запутать и испугать. They'll be looking out the window. Where's the cats? Where's the dogs? Если они будут смотреть за окно и ожидать, ну где же собаки и кошки? And you want to be careful how you phrase a sentence. If you don't want the child to leave the building, you need to say, go to the door and stop. И вам нужно быть внимательным с тем, как вы используете предложение, что вы говорите. То есть если вы не хотите, чтобы ребенок покинул здание, вам нужно сказать, что иди к двери и жди. Rather than stop when you get to the door. Вместо того, чтобы Don't say stop when you get to the То door. есть вместо того, чтобы сказать остановись, когда подойдешь к двери. Because door might be the last word they hear, and then they're not sure what to do when they get there. Возможно, что дверь это будет последнее слово, соответственно, которое они услышали, которое у них отпечаталось, они подойдут к двери и забудут или не будут знать, что им теперь нужно с ней делать. And have delays in auditory information. То есть, поскольку у них может быть задержка с перевариванием аудиторной информации. I had a child with autism in the 4th grade one year, and when we would give him a multiple choice test, we had to either provide the visuals so he could read the test. If I just asked him the questions, he would do about 50% of the answers correctly. У меня в 4 классе был ребенок, который, когда был такой тест, когда есть несколько вариантов выбора, если бы мы ему просто читали этот текст, на слух на выбор, он где-то 50% правильно отвечал. If he could read the questions himself, he did much better, usually about 90%. А если у него это было перед глазами, и он при этом еще читал, то он 90% выполнял. Okay, so let's look at discipline in the classroom regarding these learning styles. Теперь давайте посмотрим на то, как эта информация и как стили восприятия могут влиять на вопросы дисциплины и поведения в классе. We want to keep the students engaged, but we have to be mindful of what their learning style is. Мы хотим, чтобы привлекать детей, да, чтобы они участвовали в процессе обучения, но нам важно помнить и понимать, разбираться, какой у них стиль восприятия информации. Okay, skip the next one. Следующий. Okay, and the next, go to the next. To the next. Yep, next one. Okay. If they're acting out physically, they're probably a kinesthetic learner. Примеры плохого поведения. То есть как себя плохо ведут, так сказать, кинестетические ученики. То есть они обычно делают что-то физически. Тогда вы можете, если дети плохо себя ведут с помощью какой-то физической агрессии или плохого поведения, это значит, что они кинестетически воспринимают информацию. If they tend to withdraw, be away from the group, they may be a tactile learner. Если у них тенденция уединяться, уходить от других, то вероятность того, что у них стиль восприятия тактильный. If they talk out of turn and don't listen, they're probably an auditory learner. Если они перебивают и не умеют долго хорошо слушать, они, скорее всего, имеют аудиторный стиль восприятия. And if they use nonverbal expressions like rolling their eyes, they could be a visual learner. А если эти дети в плане протеста начинают глаза кверху закатывать, менять выражение лица, то эти дети, скорее всего, учатся визуально. So the teacher or the parent can tell what type of learner they are by how they misbehave. И поэтому вот это, когда ученики себя плохо ведут, наблюдая за этим, каким образом они выражают свой протест, это может помочь учителю понять, какой у ребенка стиль восприятия. Likewise, you have to think about what type of learner the teacher is. Точно так же нам или учителю, и нам всем стоит понять, разобраться, какой у меня стиль восприятия, как у учителя. Her form of disciplinary action is going to be based on what type of learner she is. Потому что в зависимости от того, какой у вас стиль восприятия, такую форму дисциплины вы будете использовать чаще всего.
The kinesthetic teacher tends to use actions. She might be pointing her finger, which would be intimidating to the child. Кинестетический учитель, да, скорее всего, будет использовать жесты, будет там показывать пальцем на ученика, что ты провинился, что может пугать детей. Or get right up close in their face, which might scare them. Или близко приближаться к лицу. Tactile teachers tend to discipline by talking to the student about the issues. Тактильный учитель, скорее всего, будет пытаться словами что-то ребенку объяснять, что он неправильно сделал. They'll want to talk about what happened, but they have to be careful not to belittle them or to make them feel too emotional about it. Они хотят еще раз пересмотреть, пересказать, что произошло, но, соответственно, для этих учителей очень важно не принижать детей и не вызвать уж слишком большой эмоциональной реакции. The auditory teacher will use verbal reprimands. Аудиторный учитель будет такие слова использовать для ругания. And he or she needs to be careful not to use hurtful words. И в этом случае очень важно не использовать унижающие или слова болезненные для ребенка. And the visual teacher will use visual signals and body language to address discipline. Визуальный учитель будет использовать свой язык тела или какие-то визуальные сигналы для того, чтобы свою дисциплину проявить. She may decide to ignore the child. Она может решить проигнорировать ребенка. Or give the silent treatment. Тишиной, молчанием его наказывать. So she needs to be careful not to do that. Поэтому нужно быть осторожным, тоже не переборщить в этом. Okay, resisting the rules. Противостояние правилам. Kinesthetic learners will fight the rules if it restricts them. Кинестетические ученики будут бороться против правил, если они их физически ограничивают. They don't like the teacher or the parents telling them what to do. Они не любят, когда учитель или когда родители говорят им, что им нужно делать. And the tactile learner will act out if they feel like they've not been treated fairly. Тактильный ученик будет плохо себя вести, когда он чувствует, что с ним поступают несправедливо. The auditory learner will fight rules that aren't open for discussion. They want to make a bargain. Аудиторные ученики не любят правила, которые не открыты для дискуссии. Они хотят торговаться. They can become very stubborn. Они могут быть очень настойчивыми. And the visual learner is going to resist the rules that they don't think are working. Визуальный ученик будет простоять правилам, которые на его взгляд не работают. They're the ones you'll hear saying, "You can't make us do that. It doesn't make any sense." Это дети, которые говорят, ты не можешь меня заставить это делать, но в этом нету никакого смысла. Is this bringing back any memories of school days? Это вам на память приводит ваши школьные дни. Choosing consequences. Поэтому как мы можем выбирать последствия? A teacher's response when the student breaks a rule determines whether the discipline issue is going to be resolved in a friendly way or turn into a grade or conflict. И в зависимости от реакции учителя на какое-то проблемное поведение преподавателя, конфликт может либо решиться дружелюбно, либо наоборот разгореться сильнее. The next page. Using negative consequences. Использование негативных последствий. The kinesthetic learner wants to avoid physical consequences. He doesn't want to miss recess. He doesn't want to go to timeout. Кинестетический ученик не хочет потерять возможность физически двигаться. То есть он не хочет, чтобы его наказали тем, что не пустили на перемену, а вместо этого в угол поставили. And the tactile learner wants to avoid the physical consequences that have the social component, meaning they don't want to be moved from their group of friends in the classroom. They want to be able to stay with their group to do their work. Тактильные ученики также не хотят физических последствий, из-за которых они теряют возможность иметь социальный контакт. То есть они не хотят, чтобы их отделили от группы и куда-то посадили одного. To move them away from their group will hurt their feelings. Поскольку удаление их от группы их друзей поранит их чувства.
The auditory learner wants to avoid the verbal reprimands and being seated where they can't talk to others. Аудиторные ученики не любят, когда их ругают словесно, и не любят сидеть там, где у них нет возможности поболтать. So a negative consequence for them is to move the desk to a different part of the room or they can't sit with their friends at lunch. Поэтому негативным последствием в этом случае будет отодвинуть их парту от всех остальных детей, где им не с кем поговорить, да, или во время обеда посадить их отдельно. And the visual learner wants to avoid being singled out in a group. А визуальный ученик не хочет, чтобы его выделили из группы They чем-то. don't want attention drawn to them. They don't want others to see them getting in trouble. Они не хотят привлекать все внимание, не хотят, чтобы другие видели или знали, что вот их наказывают. So by doing what they don't like in this situation, hopefully they won't do it again, and that consequence worked. Если вы используете негативные последствия, наказывая что-то, что вы не хотите, чтобы они делали еще, то именно вот такие негативные последствия, так сказать, будут работать в зависимости от стиля восприятия информации. So on the flip side, С другой стороны, if you want to give a positive consequence to reward them, если вы хотите использовать позитивные последствия для вознаграждения желаемого поведения, give the kinesthetic learner more time to play outside. вы можете вознаградить, поощрить хорошее поведение ребенка кинестетического тем, что он может больше времени провести на площадке. And give the tactile learner time, a social time. Тактильный ученик будет чувствовать себя хорошо или желать больше учиться, работать, если это будет для того, чтобы он мог иметь больше времени для социального общения. And the auditory learner can go and sit with their friends and chat to do an activity. Аудиторный ученик с удовольствием пойдет, посидит с друзьями, делая какое-то задание, когда он может болтать с ними при этом. And the visual learner would like just time to read. Визуальный ученик с удовольствием наедине посидит, если ему дать возможность почитать книжку. You want to make sure to have a nice balance between the negative and the positive consequences. И вы хотите, чтобы у вас был здоровый баланс между негативными и позитивными последствиями. Okay. Sensory learning styles and their effects on behavior. Сенсорные стили восприятия и то, как они влияют на поведение. When students' sensory learning styles are recognized, teachers can then structure their learning environments. Когда мы знаем, какие у наших учеников стили восприятия информации, учителя могут организовать свою обучающую среду. They can better meet the needs of the students and avoid discipline problems. И тогда они могут более эффективно удовлетворять нужды учеников, и таким образом это поможет избежать проблем в поведении. And one last note I would like to also add that it's very helpful to work with a team with your child, whether the team is the parents and other family members, or the team also involves people at the school. Я хотела бы добавить, что когда вы работаете с ребенком, очень важно работать командой. То ли если команда состоит, это родители, еще дополнительные родственники и учитель. That will give you a better chance of having a mixed group. You might have a kinesthetic learner, a tactile learner, a visual learner, and an auditory learner, all coming up with ideas for which to teach your child. Let me give you an idea. Let me give you an example. As a Примером проиллюстрирую. As a teacher in the classroom, I would get ideas from the parents of how the child was behaving at home. Как учитель в классе, когда в моем классе, в моем опыте работы, я могла узнать, получить информацию от родителей о том, каким образом ведет ребенок себя дома. So what activities I could add to the classroom. Таким образом, я могла подумать, какие занятия я могу добавить у себя в классе. I'm a kinesthetic person, so I was in charge of all the movement and the getting up and doing movement with music. Я сама по себе кинестетический человек. Я люблю движение. Я в классе была ответственна за занятия, когда мы активно моторикой занимались, либо музыкальные занятия. Also on our team was a
speech therapist. У нас также в команде был логопед, She was the visual learner. и она была визуальным учеником. So she came up with the visual schedules for the bathrooms and the locker area. And Она была человеком, который разработала визуальные расписания, да, для использования туалета, для локеров, да, куда дети складывают свои вещи. she provided all the visual supports. То есть она обеспечила всех визуальной поддержкой. And then the occupational therapist was a tactile learner. Эрготерапевт был тактильным человеком. She would come up with ideas for sensory play that would involve a group of children working together. И playing она, соответственно, привносила идеи для тактильной работы. So there you have it. И это все. More information. Are your heads exploding yet?